Привет! Сегодня мы подобрали для вас целых 7 крутых гаджетов, которые вам понравятся. Это обычный фонарик, но в нем стоит необычная батарейка. Чтобы ее зарядить, не нужно специального устройства, так как она имеет встроенный micro-USB порт и достаточно обычной зарядки от смартфона, чтобы дать батарейке новый заряд, с помощью которого мы сможем поймать сбежавшего преступника. В этой упаковке сидит странная штука. Это вот такая слизь, вроде как лизун, которым играют. Он поможет вам в очистке от пыли и легкой грязи вашего ноутбука. Надо просто приложить его на поверхность, и этот слизняк заполнит собой пустоты, вытащив оттуда всю пыль. Таким образом можно найти множество применений этой штуки в хозяйстве. В этой маленькой коробочке лежит маленький смартфон. Ну прям очень маленький, меньше спичечного коробка. У него цветной дисплей и даже есть какие-то дополнительные функции. Не знаю, в каких случаях его покупают, в качестве брелка или смартфона для ребенка, но мне он очень понравился, и мы решили заказать его и посмотреть. Как вы думаете, в каких случаях он может пригодиться? С виду это обычный чехол для смартфона, но он имеет очень интересную особенность, а именно меняет свой цвет от тепла ваших рук. И выглядит это очень круто. На самом деле не важно, каким будет источник тепла, чехол будет менять цвет в том месте, где он нагрелся. Для наглядности можно взять даже фен для волос. А потом капнуть на чехол холодной водой, и охлажденные части поменяют цвет обратно. Кажется, будто это не вода, а краска. Это устройство будет очень полезно на любой кухне. В комплекте идут пакетики, в которые можно положить любые продукты. Потом надо вставить кончик пакета в устройство. Оно, кстати, называется вакууматор. Нажать на кнопку, и он сразу же начнет отсасывать воздух из пакета, создавая там вакуум. В конце процедуры устройство запаивает пакет, чтобы туда воздух больше не поступал. Таким образом можно вакуумировать абсолютно любые продукты, и они будут храниться гораздо дольше, ведь у них не будет контакта с воздухом, который способствует порче продукта. Ради интереса мы взяли игрушку Куки и также ее завакуумировали. Теперь она занимает гораздо меньше места. Как вы думаете, на что это похоже? Не знаете? Степа тоже в недоумении. Сейчас все покажем. Включаем наше устройство, а тем временем берем растительное масло и добавляем его внутрь, совсем немножко. Берем палочку со шляпкой, идущей в комплекте, и распределяем масло по стенкам. Когда на устройстве загорится зеленая лампа, берем 2 яйца и выбиваем их внутрь устройства. Приправляем солью и перцем. Дальше деревянной палочкой перемешиваем все это дело и оставляем ее в вертикальном положении. Подождав несколько минут, нам предстоит наблюдать настоящую магию. Яйца сами вылезают из отверстия в виде огромной сосиски, и мы получаем отличную яичницу на палочке. Дадим попробовать дегустатору. Ну, если хотя бы лизнул, значит все не так плохо. Можно поэкспериментировать и порезать немножко колбаски, не забыл поделиться с другом, порезать помидорки, зелени и, перемешав с яйцом, залить в нашу вертикальную жарилку для яиц. Конечно, это немножко сложнее, чем жарить на сковороде, но зато гораздо интереснее.